Вот мы подъехали к въезду в поселок Чушка. Поселок призрак, которого не существует. По бумагам поселка нет. Вот въезд. Мы сейчас вот видим надпись. Въезд внимание, по пропускам. Ведомственная охрана. Только по пропускам. Люди не могут в гости никого пригласить. Потому что сюда не запускают. Мы въезжаем в поселок. По левую и по правую сторону находятся терминалы, комплексы перегрузки химических нефтепродуктов и химических веществ. Первый дом, который нас встречает при въезде в поселок, двухэтажный дом. Выбитые окна. 20 метров от дома находится химический комплекс по перевалке жидких удобрений, который работает и в настоящее время. Также 30 метров от этого здания комплекс для перевалки жидких нефтяных продуктов: мазут, масла и бензина. И в этом доме, который смотрит на нас пустыми глазницами, остался всего один человек. После последнего переселения в 2006 году выселили всех, кроме нее. Девушка, она сейчас вам все сама о себе расскажет. Ольга Георгиевна, а вы давно здесь живете? Давно, с самого рождения. Скажите, пожалуйста, а вот за эти 4 года, когда вы остались одна, не выселили вас, кто-либо из 3 предприятий подходил к вам, искали с вами контакт, чтобы решить эту проблему и выселить вас? Никто, ни разу не приходил, даже не было попытки. А вот еще говорят вышестоящие органы, что здесь остались люди, которые хотят по 15-20 миллионов. Вот с вами, если пошел бы разговор, о какой компенсации вы разговаривали, согласны были бы? Но это неправда, что люди просят такие деньги. Я бы хотела такую же самую квартиру в ближайшем поселке, в поселке Ильич. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Непогодин Владимир Николаевич. Владимир Николаевич, что связано с этим домом, возле которого вы стоите? Ну, в этом доме живет моя мама, я проживаю. Вы здесь родились? Да, родился. А сколько вам лет? 62 года. Здесь жила ваша мать, отец, бабушка, дедушка. То есть Да. 3 поколения жили да. здесь, на этом поселке. Да, здесь А жили. что сейчас, на сегодняшний день? А что сейчас? Сейчас невозможно здесь жить. Вот с этой стороны здесь выгружают селитру, выгружают аммиачную селитру, серу. Здесь невозможно жить. А здесь, как я понимаю, ни уголь, ни воду никто не возит, никаких, ни больницы, ничего нет. Конечно, нету ни магазинов, ничего. То есть ваша мама брошенная среди развалин. Я смотрю, Конечно. рядышком дом, человека выселили, да? Да, там выселили. Уже 4 года, кажется, да, этого человека выселили, здесь не Да, живет. 3 года. 3 года, да? А ваша мама здесь, вот как говорит, ее забыли. Да. Когда начал Порт-Азово-Черноморский перевалку удобрений открытым типом, то есть насыпом, здесь горы удобрения лежали, сера, сульфат аммония, все это открытым типом, насыпом грузилось на корабли. Вот, это буквально 150 метров от нас через дорогу. Вот. Когда определили санитарную зону, вот, их обязали выселить людей из близлежащей зоны этой санитарной. Ну, чтобы не тратиться на выселение людей, руководство Порт-Азово-Черноморский решило эту проблему другим путем. То есть Сняв крышу, и они сказали, что мы устроим вам условия такие, что вы сами уйдете. В 6 утра 2 сентября мы проснулись от грохота того, что шифер не снимают, а ломают. Ломают, скидывают вниз. Мы успели схватить все документы, что у нас были, там ценные вещи, выскочили. Лучше нам деваться некуда было. Вот. Через несколько дней пошли дожди, потолки попровисли, промокло все, жить стало невозможно. Нефтебаза мазут переваливает, Югнефтехимтранзит переваливает газолин, переваливают уксус, переваливают химию, даже название там язык сломать можно.
в общем, выходишь утром на крыльцо, раньше морем пахло, сейчас в горле першит, рвотный рефлекс, вздохнуть нормально невозможно. То есть ваши права на чистую, как говорится, чистый воздух, на чистую воду и достойное жилье во всех аспектах нарушено и нарушается до сих пор. Абсолютно. И они нам прямым текстом говорят, нам проще заплатить взятку 500 тысяч в год. Кому там, я не знаю, они платят за то, чтобы работать. Ну, то есть органами, наверное, И, те, которые да, должны контролировать. Которые должны контролировать. Ну, им проще заплатить 500 тысяч, чем нам затратиться на жилье или на компенсацию для выселения, чтобы мы купили на вторичном Кстати, рынке. Я хочу отсюда уехать, просто-напросто. То есть Просто дайте мне жилье. Не давайте мне денег, ради бога, дайте мне соответствующее жилье, Чтобы вы со сколько своей положено, семьей, чтобы да? я уехал из этой зоны санитарной. Потому что ваш дом находится в санитарно-защитной зоне, в которой не должны проживать люди. Вы об этом знаете, что вы не должны здесь жить. Это их работа вредит вашему здоровью. Вы об этом знаете? Нам говорили, что 200 метров там у них санитарная зона, что ничего тут страшного для них, это и для нас тоже. А где ваш хозяин? Умер, уже 5 лет прошло. Умер отец от рака желудка. И мы не знаем, может это нефтебаза, та же самая, вот это, что, тут химия была в Черноморском, нефтебаза. Может, кто теперь докажет, от этого или не от этого, теперь уже не узнаешь. Здоровый был. Очень многие болеют раковыми заболеваниями онкологическими. Вот и отец у нас тоже заболел, умер от рака желудка. Сколько лет было вашему отцу, когда он умер? Отцу сколько лет? Сейчас скажу, 71 год. То есть молодой еще, в общем-то, мужчина. В принципе, полон еще сил, да? возраст, да, не такой, что чересчур старый. Спросим старшую девочку. Вика, вы приходите со школы. Где вы играете? Ну, нам приходится играть на улице вот тут, перед терминалом. И когда начинает сильно пахнуть, нам приходится в дом заходить. Эта семья живет ровно 5 метров от забора химтерминала и дышит удушливыми газами. Как вы думаете, какое здоровье, будущее у этих деток, которые с рождения дышат химическими испарениями стирола, уксусной кислоты, винилоацетата? Есть ли у этих деток будущее? Живу я в 150 метрах от химтерминала. Его баки прямо напротив моих окон. Дышать нечем. Горло першит. Задыхаемся. Рядом перевалочная нефтяная база. Ночью переваливают и просыпаемся от гари тоже в горле. Неужели президенту нашему, премьер-министру, безразличны мы? Мы же 40 лет отработали на производстве. Неужели безразличны наши судьбы? А нам обещают и ничего не делают. Выселили 3/4 поселка, а 1/4 бросили на произвол судьбы. Мы живем в очень неблагоприятных условиях. У нас нет ни воды, ни газа. К нам не может никто не приехать, потому что здесь как запретная зона. Пропусков у нас нет. И чтоб приехали мои сыновья ко мне в гости, мне приходится оббивать пороги. Но помимо этого, все знают, что на юге какая жара. Летом 40-50 градусов. И жить рядом с химтерминалом невозможно. Как только начинается проветривание или что они делают, люди начинают болеть голова, кашлять, перхоть во рту, сладость какая-то. И в основном мы начали все очень сильно болеть. И я не знаю, я не нужна государству. А как работа югтерминала оказывает на вас влияние? Ой, это кошмар. Вонь неимоверная. Это лето мы не прожили, я не знаю, как мы вообще прожили, как оно нам все это выйдет, это лето. 40-градусная жара, ни форточки не открыть, задыхались. Вот самым натуральным образом задыхались. Ни в доме нельзя находиться, ни на улице, нигде. Невозможно. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Матулина Ольга Николаевна. Расскажите, пожалуйста, о своей жизни. Как вы здесь, с какого года вы живете, как вам здесь живется? 69-го года я здесь живу. Вы узник Узник концлагерей. концлагерей. Да. Сейчас вам 76 лет, да? Да. Вот расскажите, пожалуйста, о вашей старости.
Ой, вообще и говорить невыносимо. Вот. Проработала вот на эту страну и благодарность получила. Никто даже не посмотрит, как мы живем и что мы живем. Дышим вот этой гадостью всей. Вот, и никому не надо. Вы чувствуете это на себе? Очень даже. Да? 1,5 года лечилась. Куда-то обращались? Ну, в толк, что мы обращались, в толк, что мы писали. Приходило все на Краснодар. Краснодар отписывались на Темрюк. За эти 4 года кто-либо к вам приходил, контакт какой-то Нет, с вами? Нет. Они только когда хотели открывать, просили, пожалуйста, разрешите нам. Мы поработаем год. Раза 2-3 примем и вас всех выселим, у нас будут деньги и ничего. Соответствующие работники югтерминала об этом ни разу с вами не разговаривали и не интересовались. А зачем мы им нужны? Сами подохните, говорят. Поселок находится заказники, Динской заказник. Здесь водятся птицы, которые водились, которые занесены в Красную книгу. Но уже сейчас ни о птицах, ни о животных разговор никто не поднимает. Сейчас вопрос стоит более актуально. Умирают люди. Семья Подоляк Надежда, которая имеет 4 детей, сама больна онкологией, 3-я стадия, и ребенок, которому 8 месяцев, родился совершенно слепой. Они живут 5 метров от забора югтерминала. Что еще нужно, чтобы случилось с людьми, чтобы заставить их переселить людей в более благополучное место? Никто замков и дворцов не просит, Москвы и Геленджика тоже. Никаких 10-15 миллионов, как вы слышали, разговора нет. Люди просят, не требуют, даже просят и умоляют элементарные условия, то есть 12 километров, первый поселок от этой местности. Дать людям то, что по закону положено.